Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. В этом выпуске вас ждут горячие новинки страйкбольной пиротехники, а также несколько интересных новинок для снайперов, пулеметчиков и моделирующих игроков. Начнем с плохой и хорошей новости от StrikeArt. Почему плохой? Ну, потому что первая партия страйкбольных гранат Пионер оказалась с браком в узле инициации. Беда повисла на нитке, к которой граната инициируется. А если еще проще, то часть нитки просто оказалась бракованной и просто обрывалась, если за нее дернуть. Соответственно, инициация гранат просто не происходила. Брак составил недопустимые 40%. Хорошей новостью является то, что вся партия этих гранат на текущий момент в магазинах была отозвана и заменена. И если вы купили Пионеры в сентябре или октябре и у вас были проблемы с большим количеством несработок, просто пишите производителю. При наличии подтверждения покупки, ну, например, чеком, вам пришлют новые гранаты. Еще раз, писать нужно производителю. Ладно, не напрягайтесь, есть новости и получше. StrikeArt прокачал уже и без того прокачанный и уже как следует протестированный егерь. Помнится, на старте у этой гранаты тоже были проблемы, но со временем все исправили и доработали. В самой последней версии егеря крышки сделаны из пластика, и вы можете дергать как угодно, ничего не сломается и не порвется. А для тех, кому нужно погромче, появилась версия егеря аж на 6-м Корсаре. Внешка, на мой взгляд, от изменений только выиграла, а цена гранаты, кстати, не изменилась. По крайней мере, на версию с 4-м Корсаром и горохом. Но это еще не все. Появилась версия егеря с активной скобой, как у М67. Варианты с 6-м и 4-м Корсаром. В версии с 4-м Корсаром есть вариант с наполнителем в виде шаров вместо гороха. А для любителей моделировать немчиков есть отдельная хорошая новость. Наконец, впервые на страйкбольном рынке появилась страйкбольная версия DM51 в вариантах горох на 6-м и 4-м Корсаре и шары на 4-м Корсаре. Продолжая тему страйкбольных бабахов, компания Tagin выпустила видео с демонстрацией работы выстрелов и пусковых устройств Kick Charge, но это те, которые с ударной инициацией. Из видео можно понять, что на 130 метрах новинка имеет очень неплохую кучность. Напоминаю, что речь идет про вышибные выстрелы. Но это не самое интересное в этом ролике. В начале ролика таги как бы невзначай засветили новые пусковые устройства. Так ML36 и так 203 на вышибном заряде. Если кто не знает, это аналоги их знаменитого ТАК-35, но для темной стороны. Для светлой стороны, кстати, тоже есть хорошие новости и внезапно от Raptor Airsoft. На своей странице на Facebook они конкретно намекнули, что начали работу над репликой ручного многозарядного гранатомета ГМ-94. Скорее всего, принцип работы нового гранатомета будет самый стандартный, и он будет питаться стандартными 40-мм страйкбольными гильзами. И, соответственно, с ним можно будет использовать те же Kick Charge от Tagin или другие аналогичные устройства. EMG сделали линейку карабинов MG-SI Tactical Competition MWS под лицензией Strike Industries. Как можно догадаться из названия, они сделаны на базе газовых карабинов MWS от Tokyo Marui для разных соревновательных пострелушек по мишеням типа Action Air IPC. Эргономика и обвес новинок соответствуют. Линейка состоит из 3 моделей, которые отличаются только длиной ствола и цевья и цветами. Доступны 10, 13 и 15 дюймовые версии. И 2 цвета фурнитуры, красный и черный. Ну, потому что красная машина, разумеется, быстрее. Покрытие, кстати, церакот, а ценник там, не пугайтесь, каких-то жалких $1500. Евгеньевич, хватит пугать нас ценами, давай что-нибудь более народное. Окей. В магазин Airsoft Sports как раз приехала большая поставка ЦИМа. А что может быть народнее ЦИМы? Хотя сейчас ЦИМа тоже работает на 2 фронта, и на средний, и на бюджетный сегмент. С одной стороны, у ЦИМа есть прокачанная премиум серия. МП5 из этой серии как раз приехали в магазин. Есть классика типа М16, есть даже своя версия Скара. Есть целая куча добротных карабинов М4 и АК серии в самом разнообразном обвесе. При этом у этой же самой цимки есть совсем дешевые пластиковые привода типа CM022A, которые сильно проще и с точки зрения внутрянки, и с точки зрения внешки. Но зато очень дешево. Традиционная рубрика. Давайте посмотрим, как еще извернулась мастерская BLK One, чтобы подорвать пятые точки ценителей оружейной эстетики. Встречайте, этот переходник может заставить ваш АК жрать механы от М-ки. С одной стороны, это уже за гранью добра и зла, и наверняка по этому поводу кто-то уже готовит отдельный котел. Но с другой стороны, будем честны, что страйкбольные магазины для АК с их эргономикой и надежностью — это отдельный вид зла.
И если вы хотите пользоваться на АК хорошими магазинами, то это вполне себе вариант. Отмыкать магазины, правда, придется, как у АК, рычажком. Ценник на переходник от 2 до 3 тысяч рублей, все зависит от пластика. Давненько не было тюнинга для МП5. И вот недавно компания Bowmaster сделали приклад и низкопрофильное крепление прицела для газовых МП5 от VFC. Догадываюсь, что и на другие модели с аналогичным креплением все это можно поставить, например, на МП5 от Marui. Приклад похож на классический, но отличается тыльником и имеет аж 5 положений фиксации, чтобы вы могли более гибко подстраивать его по длине. Сделан из алюминия марки 6061. Крепление низкопрофильное с респланкой ставится на стандартную ствольную коробку. Тоже сделано из алюминия 6061. Ценник там $136 за приклад и $47 за крепление. В прошлом выпуске я рассказывал про шлема для страйкбольных ролевок и коллекционеров от фирмы Golden Element. В описании я оставил ссылку на их международный ресурс, и после этого народ начал писать: а что, русского сайта у них нет? Компания же русская. Так вот, для русского сегмента у парней есть страница ВКонтакте, в которой представлен весь ассортимент с ценами в рублях. Там тоже можно заказать, и в том числе разработку какого-нибудь кастомного шлема, который нужен именно вам. Ценник на него, конечно, будет отличаться от серийного изделия, но если вам очень нужно, то почему нет? В каталоге компании Modify появилась новая резинка хупапа для стволиков AEG типа, называется Predator. В качестве особенностей производитель отмечает улучшенную герметизацию, высокое сопротивление стиранию и крупную V-образную давилку, для которой нужно широкое окошко стволика. Твердость 50 градусов по шору. Рассчитана на 0,3 шарики. Будет стоить 800 рублей на наши деньги. Этот блок новостей я назову «Новости про стволы». Я реально не знаю, почему всех срочно прорвало делать разные стволы. Например, компания Revanhist выпустили внешние алюминиевые стволы для газовых карабинов от Marui в черной и бронзовой расцветках. Модельный ряд состоит из 6 стволов с разной длиной от 6,5 до 11,5 дюймов. В комплекте, кстати, есть удлинитель ствола. Ценник зависит от длины. В среднем на наши деньги от 1500 до 1700 рублей. Angry Gun обещает в скором времени начать продавать реплики внешних стволов Daniel Defense для газовых эмок MWS от Tokyo Marui. Кстати, из комментариев к прошлым новостям я узнал, что юзеры газовых эмок от Marui существуют, и я не зря читаю все эти новости. Что-то я отвлекся. В линейку входят 3 варианта стволов с длиной 10, 11 и 14 дюймов. Сделанные из алюминия, поставляются сразу с имитацией газблока, ну и могут похвастаться чекухами. Если эта новость была про антураж, то следующая новость точно про эффективность. Hussim Crew запустили в продажу внешние карбоновые стволы для М249. Но это для тех самых ваших любимых сборок эффективных пулеметов, которые с каждым годом все чаще и чаще заставляют переживать вас на играх. Толщина карбоновой трубки 2 мм, втулки из алюминия, а внутри ствола есть даже центрирующие вставки, чтобы внутренний стволик не болтался от продолжительных очередей. При длине 509 мм вес получился всего 113 грамм. Новинка работает со штатным местом крепления ствола в страйкбольных М249 и, разумеется, совместима с газблоком от Hussim Crew. Ценник 5000 рублей. В это время PDI сделали реплику внешнего ствола Remington M700 VTR. В этот раз для VSR-10 от Tokyo Marui и аналогов. Фишка ствола — внешний треугольный контур. Не знаю, насколько он легче стандартных стволов, как заявляется, но выглядит он прикольно и точно выделит вашу снайперку из рядов однотипных ВСР-ок. Базовый пламегаситель, кстати, можно заменить на глушитель для ВСР-ок от Marui или аналоги от других производителей. Ствол сделан из алюминиевого сплава, длина 569 мм, а стоит все это дело на наши деньги аж 8800 рублей. Необычный внешний ствол — это не единственный способ придать уникальности вашей снайперке. Можно еще поменять ложу. Российская мастерская Рубеж 52 наконец запустили в серию тактический вариант ложи для М24. Из фишек пистолетная рукоятка, телескопический приклад с регулируемой щекой и возможность сделать вариант под левосторонний взвод, если вы левша. В комплекте сразу идет труба приклада, реплика приклада FAB Defense, пистолетная рукоятка PAF Gun и стальные антапки для ремня. Ценник за все это 12 тысяч рублей. Чуть не забыл вдогонку тему тюнинга VSR-10. Laylox выпустили в продажу левостороннюю рукоятку взвода. Ставится все это дело штатно на винтовку без каких-либо изменений. Ценник 5600 рублей за штуку. Блок новостей про снарягу. Линейка снаряжения Арсарма пополнилась чехлом для шлема А21 Тартуга. Новинка сделана на основе модели А19 XT, но выполнена полностью из рипстопа.
Новый чехол, кстати, был сделан по просьбам самих покупателей. Они просили убрать сетку и разнообразить цветовую палитру. Новый кавер выпускается в цветах Atax, Multicam, Tan, Black и Ranger Green из оригинальных материалов с эко-ремиссией. На чехле, как и положено, есть система крепления для дополнительного оборудования и укладки проводов от этого самого оборудования. Подходит на самые популярные модели безухих шлемов формата Obscure Fast High Cut или Maritime. Похоже, вся эта история с коронавирусом позволила некоторым производителям пересмотреть свой взгляд на маски и защиту зубов. Например, Laylox под своим брендом Battle Style выпустили маску EasyBreeze Face Guard. По задумке она должна и зубы защищать, и быть комфортной в ношении, и, что главное, не мешать дыханию. На то она и EasyBreeze. Конструкция, кстати, очень простая. Тканевый чехол-сетка, в который вставляется полиуретановая вставка с отверстиями. Ценник там 2400 рублей за штуку, в связи с чем можно смело рекомендовать российским производителям обратить внимание на этот продукт. Airsoft Rus расширил линейку собственного снаряжения. Наконец появился универсальный нагрудник ASR Spiritus и различные вставки и подсумки для него. Например, специальный напашный подсумок для этого нагрудника и утилитарный подсумок вставка. Есть вставки под автоматные магазины в вариантах на 1 и 3 магазина. Версии под ПП стоит ожидать в скором времени. В качестве бюджетного варианта появился нагрудник с отсеком под вставки с магазинами и утилитаркой ASR D3 CRM, в который, в принципе, можно положить все, что вам может пригодиться на большинстве страйкбольных игр. При этом, меняя вставку, вы можете переделать его под разные типы магазинов, хоть под автоматные, хоть под ПП. А дополнить легкий комплект можно легким складным подсумком с бросом из сетки, который практически ничего не весит. Завершая блок про снарягу, нельзя не сказать про новогоднюю распродажу магазина Leaf. Если кратко, то 31 декабря включительно они распродают оригинальную снарягу от известных брендов со скидкой до 40%. А еще они запустили акцию, в рамках которой они собираются дарить снарягу. Но не только лишь всем, а тем, кто у себя на странице сделает пост с хэштегом LeafWishlist, ссылкой на группу проекта Leaf ВКонтакте, описанием желаемых товаров и аргументами, зачем им все это нужно. Ближе к Новому году Слава, который код, все прочитает и выберет, для кого он будет изображать роль Деда Мороза. Я имею в виду дарить подарки, а не то, что вы подумали. И опять про стволики. Для владельцев газовых пистолетов SIG M17 хорошие новости. Начал появляться тюнинг. Например, компания DaVinci сделали внутренний стволик серии Ryzen. Материал нержавейка SUS-305 с традиционно хорошей для DaVinci полировкой. Диаметр стволика 6,01 мм. Ценник на наши деньги 2900 рублей, что не так уж и много за хороший стволик. А продолжая тему уже Sig Sauer, компания Evolution Gear запустили продажи реплики прицела Tango 6T DVO. Оригинал этого прицела примечателен тем, что по результатам испытаний ДВО он был выбран Министерством обороны США для использования на марксманских винтовках. Короче, если по-простому, это прицел для марксманки на современку. Так как это продукт от Evolution Gear, маркировки и все дела прилагаются. Вес новинки 1 кг 15 грамм. Уровень защиты IPX7. Доступен в цветах черный и FDE. Стоимость, в зависимости от комплектации с коллиматором RMR или без него, от 325 до 375 долларов. Новости от LCT, которые мы, видимо, заслуживаем. Они сделали комплекты классического пластикового обвеса для АК-серии в расцветках черный, слива и зеленый. Это точно зеленый? Стоит комплект 50 долларов. Мастерская Lenin Solution запустили производство кастомных линий для ВВД. В чем кастомность и для чего это нужно? В первую очередь кастомность в длине. Пользователи ВВД знают, что когда линия нужной длины, не больше и не меньше, это просто удобно. А в спорте, например в спидсофте, это еще удобнее. Внутри линии термоупрочненный полиуретан, сверху карбоновая оплетка. Цвет линии можно выбрать. Фостер может быть как Quick Connector с обратным клапаном или Slide Check. Стоимость в зависимости от Фостера до 2500 рублей. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, поддерживать в комментариях активность. Это помогает продвигать канал, ставить ваши уверенные пальцы вверх, потому что я старался. С вами был Евгеньевич. До скорого!